Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом вкусных дагестанских чуду с творожной начинкой. Очень вкусные и полезные. Единожды приготовите, точно будете готовить много раз, потому что они очень вкусные и сытные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 250 грамм муки просеиваем. Если вы готовите на большую компанию, сразу удваивайте порцию. Немного добавляю соли. Сюда же добавляем 120 мл горячей воды, где-то 70 градусов. И сюда же добавляю где-то 1 столовую ложку растительного масла, без запаха. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться мягкое. Простые ингредиенты. Любую начинку можете. Сегодня я буду делать самую простую начинку. Тесто не должно быть сильно крутым. Оно должно держать форму, но должно быть мягким. У меня на канале очень много рецептов национальной кухни, дагестанской. Посмотрите. Все вмешиваем, не добавляем муку. Здесь всего достаточно. Еще тесто немного расстоится, будет мягким. Буквально на столе минутки 2-3 повымешиваем. Пока у нас тесто, видите, вот такое неоднородное. Вот такое тесто у нас получилось. И сейчас мы ему дадим отдохнуть. Минут 30 дадим отдохнуть. Приготовим начинку. У меня здесь творог. Творога 500 грамм. Сюда же добавляете 2 яйца. И желтки и белки вместе. Добавляем щепотку соли. Если вы соль добавлять не хотите, можете добавить брынзу. Сыр. Можете моцареллу, сулугуни. Очень вкусно. Добавляю ложку сметаны, чтобы были нежные. Я еще добавляю укропчик. Только верхушечки добавляю. Нежную часть мелко-мелко нарезала. Сюда же можете добавить сырой лучок. Мелко нарезанный. Зеленый лук. Можете добавить сюда поджаренный лук. Очень вкусно. Я сегодня делаю вот такую совершенно простую начинку. Все хорошо смешиваем. Немножко еще черного молотого перчика добавлю. Для вкуса. Вот так, совсем чуть-чуть. Моя семья очень любит эти лепешки, эти чудушки. Мы с удовольствием их готовим, угощаем. Все. Масса абсолютно однородная. Очень красивая и очень нежная. Тесто наше великолепно отдохнуло. Здесь 363 грамма. И мы будем делить на 6 частей. То есть у нас получится где-то по 60 грамм каждая лепешка. Я буду взвешивать, чтобы они были одинаковые. Итак, по 60 грамм у меня в каждом кусочке. И сейчас скатываем в шар, чтобы удобнее было раскатывать. И так поступаем с каждым кусочком. Вот так. Лепешки получатся маленькие, удобные, как раз порционно, чтобы вот кушать одному человеку очень удобно. Но я вообще люблю чудо готовить большие. Они сочнее получаются, как мне кажется. Сейчас буквально 5 минут дадим еще под пленочкой им постоять. Любая манипуляция с тестом обязательно нужно дать отдохнуть тесту. Так, чтобы оно при готовке не амортизировало. Вот так, буквально 5 минут. Начинка у меня постояла в холодильнике полчаса. И посмотрите, какая начинка. Она стабилизировалась. Очень удобно будет с ней работать. Подпыляем поверхность мукой. Сковороду я уже включила, поставила на небольшой огонь. И сейчас начинаем раскатывать. Как можно тоньше. Слишком много муки тоже не нужно. Так, слегка только подсыпаем. Вот посмотрите, какой тоненький получился. И сейчас мы будем его формировать на доске. Подпылять мукой даже не нужно, потому что у нас здесь достаточно муки. Очень удобно на такой доске. Выкладываем начинку и распределяем ее. Масса немножко вязкая, но это ничего страшного, там присутствуют в начинке яйца, поэтому оно быстро схватится. Вытекать не будет. Надо пропекать все на небольшом огне. Тогда пропекается все равномерно.
И сейчас все нужно хорошо вот так пальчиками придавить, чтобы зафиксировалось. Такие чудушки, лепешечки или кутабы их можно еще назвать, как готовят азербайджанцы. Вы можете готовить с любыми начинками. Вот посмотрите, какая у нас тут красота. Все, идем готовить. Раскатываем следующий. Стараемся, чтобы морщинок не было. Лишнее наслоение теста нехорошо. Тесто очень хорошее, оно раскатывается великолепно. Определяем границы и выкладываем начинку. Прижимаем вот так, выпускаем воздух и начинаем придавливать. Творог я готовлю в домашних условиях, очень вкусный получается. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, мои хорошие. Я думаю, вам будет интересно и полезно. Остатки теста не выбрасываем. Из них тоже сформируем чудушку. Я установила блинницу. Вот посмотрите, огонь. Глазок тоже большой. Огонь должен быть маленький. То есть у нас уже сковородка разогрелась. И вот на такой огонь мы ставим. У меня здесь диаметр 25 сантиметров. Уже хорошо разогрета сковорода. И сейчас мы выкладываем вот так, очень удобно, 2 лепешечки. Я по времени не засекаю обычно, но вот когда уже края такие суховатые становятся, значит уже пупырышки там есть. Огонь совсем маленький, огонь можно чуть-чуть прибавить. Немножко огонь прибавила. Смотрите, какие они красавцы у нас. Я уже подготовила тарелку, куда я буду выкладывать готовые. Вот видите, уже как они поднимаются, вздымаются, пар. Когда уже пар ищет, куда выйти, уже чудо готовы. Вот так выкладываем на тарелочку сливочным маслом. Обязательно края. Они будут мягкие, сливочные, вкусные. Здесь немножко прилипло. Это ничего страшного. И вот так сверху выкладываем. Они будут мягче. Края все хорошо промасливаем. Накрываем пакетом и полотенцем. Итак, у нас все готово. Чуду получились очень вкусные. Тонкое тесто, вкусная, нежная, сытная начинка. Всем настоятельно рекомендую приготовить. Такие чудушки вы можете готовить впрок, можете замораживать, с собой взять в дорогу, либо в качестве перекуса, либо подать горячими на семейный ужин или обед. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Для вас не трудно, для нас очень приятно. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.